Всем привет, всех рад видеть на канале ОАЗовод Патрик. Если вы хотите, чтобы ваш кузов оставался долго, крепким и не ржавел, неважно какой производитель, металл весь гниет, обращайтесь в компанию Антикор.рф, лучший антикор в Московской области. А у нас продолжается эпопея со ступицей. Опять поддомкратил машину, опять люфтит подшипник. Ну и какой-то свист оттуда. Вик-вик-вик-вик. А вот, скорее всего, это подшипник. Интересно, он развалился, у него просто люфт. В общем, непонятно. Мы сейчас опять разберем ступицу и... не разберем, а снимем крышку, посмотрим, как там подшипник, подтянем, посмотрим, будет ли он тянуться, оценим результат, будет ли свистеть, вот, и так далее. После того, как поставил кардан Metal Part, появилась вибрация. Возможно, это связано с подшипником, возможно, это связано с карданом. А третий вариант, возможно, это связано с изменением, ну, так как у меня пружина еще, да, немножко побольше, там 3 сантиметра. Соответственно, немножко изменился угол работы переднего кардана, а так как он уже ездит там 50-40 тысяч километров, то он набил себе уже там место, а мы изменили немножко угол, и он стал, грубо говоря, работать другими местами, так сказать. И из-за этого может быть тоже вибрация. Сейчас мы поставим еще, когда будем разбираться с подшипником, поставим хабы, тем самым исключив передний кардан, проедем, посмотрим, будет ли вибрация. Вот. И потом еще заедем, прошприцуем оба кардана. Вот. Пока руки не дошли, вот сейчас попробуем, чтобы руки дошли. Вот, снял, колесо люфтит, проверил. Сейчас будем вытирать смазку, отгибать контрошайбу и подтягивать, пробовать. Даст результат, не даст. И поставим хаб, на всякий случай проверим. Поставил хаб, но все равно при прокручивании что-то трет. В колесе то ли подшипник, то ли колодки. Сейчас сниму колесо, попробую как бы разобрать колодки, вытащить. И потом опять покрутить и проверить, то есть исключить колодки. Вдруг колодки. В общем, да, все дело в колодках. Видимо, из-за того, что суппортом пошоркало диск, колодка там стала тереть. Это, видимо, надо ждать, пока приработается колодка. Ладно, сейчас ставим на второй стороне хаб и едем шприцевать кардан. Так, все, собрал. Сейчас на ту сторону пойдем, поддомкрачу, посмотрю подшипник справа. Но там никогда проблем не было. И поставлю хаб. Да, как и говорил, справа все в порядке. Сейчас поставлю хаб. Мне кажется, подозрения подтвердились. Вот сейчас отключили передний кардан, руль начал бить почему-то. Отсоединили передний кардан. Что-то неладное происходит. Вот. Вибрации, да, нет, была где-то в районе 70 вибрации, а сейчас нету. Интересные вещи происходят. Он и с УАЗиком непонятно почему. Подшипники сделал. Сейчас вот разгонимся, попробуем до 100. Раньше прям под жопой такая вибрация сильная была. Сейчас нету. Задний кардан показывает себя, в принципе, вроде неплохо даже. Значит, все дело в переднем. Значит, предположение мое верное. Из-за того, что изменился угол работы переднего кардана, появилась вибрация. Сейчас мы попробуем дело прошприцевать. Ну и нарабатывать надо с передним карданом, так сказать. Да, давно такого ощущения не было в УАЗике. Без вибраций, хорошо, мягко едет. Постоянно какие-то вибрации, жужжение. Сейчас не знаю, смажет нам кардан, не смажет. Время 6. Посмотрим. Вот видите, вот этот прекрасный магазин, вот этот техцентр. Раньше это был огромный контур такой. Тут было все. Все виды работ, любые запчасти на любую технику, свой продуктовый магазин, вообще все. Сейчас остался маленький там павильончик у них с запчастями и маленький автосервис, где там еле-еле идут дела. А знаете почему? А потому что они занимаются, грубо говоря, в общем, они клиентов держат за лохов, так сказать. Суть в чем? Ну, грубо говоря, да, прошприцевать стоит 150 рублей, точка, хорошо. Но машину там опустить, поставить на подъемнике, ну, опустить, поднять, опустить, стоит еще 600 рублей. Вот, я говорю, так можно делать с ямы. Но у нас нету ямы, короче. То есть
Я не... А что ж это входит в эти работы? Ну, суть в чем? Я когда тут менял давным-давно, еще лет 10 назад, подшипник на полуоси у Нивы, и там тоже перчаток мне каких-то там понарисовали, просто где-то рядом работал. Вот, и пока на работе, думаю, пускай поменяют подшипник. И, в общем, там перчатки, короче, какие-то там, 2 флакона с ВД-40 они мне там в чеке нарисовали. То есть вот это вот все. Я так понимаю, что в работе, вот вы делаете работу 150 рублей точка, и туда уже все включено. Сюрпризов не должно быть для потребителя. То все там, это самое, взять гаечный ключ, положить гаечный ключ, протереть гаечный ключ, мастеру сделать 3 шага туда. Да меня это вообще не волнует. Вы цену назначили и все. Но вот поэтому у них вот так вот осталось. Это вот такой вот бизнес по-русски, грубо говоря. Ну, не понимают наши бизнесмены, как надо по-нормальному вести бизнес. Поэтому кардан мы не прошприцевали, прошприцуем где-нибудь у нормальных людей. Вот. Ребята, учитесь вести бизнес. У нас с вами был канал Озавод Патрик. Тестируем машину, проверяем. Пока вроде все ничего. Подписывайтесь, ставьте лайки, вы нам очень нужны.